Сказка о коварном визире. «Знай, о царь, — сказал визирь, — что у одного царя был визирь, а у этого царя был сын, который любил охоту и ловлю, и визирь его отца находился с ним. И царь, отец юноши, приказал этому визирю быть с царевичем, куда бы тот ни отправился. Однажды юноша выехал на охоту, и визирь его отца выехал с ним, и они поехали вместе. И визирь увидал большого зверя и сказал царевичу: «Вот тебе зверь, гонись за ним». И царевич помчался за зверем, и исчез глаз, и зверь скрылся от него в пустыне. И царевич растерялся и не знал, куда идти и в какую сторону направиться. И вдруг видит, у обочины дороги стоит девушка и плачет. «Кто ты?» – спросил ее царевич, и девушка сказала: «Я дочь царя из царей Индии. Я была в пустыне, но на меня напала дремота, и я свалилась с коня. И теперь я отбилась от своих и потерялась». И, услышав слова девушки, царевич сжалился над нею и взял ее на спину своего коня, посадив ее сзади, и поехал. А когда они проезжали мимо каких-то развалин, девушка сказала: «О, господин, я хочу сойти за надобностью». И царевич спустил ее около развалин. Девушка вошла туда и замешкалась. И царевич, заждавшись ее, вошел за ней следом, не зная, кто она. И вдруг видит, это Гуль, и она говорит своим детям: «Дети, я провела вам сегодня жирного молодца». А дети отвечают: «О, матушка, приведи его, чтобы мы наполнили им наши животы». Услышав их слова, царевич убедился, что погибнет, и испугался за себя, и у него задрожали поджилки. Он вернулся назад, и Гуль вышла и увидела, что он как будто испуган, и боится, и дрожит, и сказала: «Чего ты боишься? У меня есть враг, и я боюсь его», – отвечал царевич. «Ты говорил, что ты сын царя?» – спросила его Гуль. И царевич ответил: «Да». И тогда Гуль сказала: «Почему ты не дашь своему врагу сколько-нибудь денег, чтобы удовлетворить его?» «Он не удовлетворится деньгами, а только моей жизнью», – отвечал царевич. «И я боюсь за себя. Если ты, как ты говоришь, обижен, призови на помощь Аллаха, и Он избавит тебя от злобы твоего врага». И царевич поднял взор к небу и воскликнул: «О ты, кто отвечает попавшемуся в беду, когда он зовет тебя, и устраняешь зло! О Боже, помоги мне против моего врага и отврати его от меня. Поистине ты властен в том, чего хочешь». И когда Гуль услыхала его молитву, она удалилась, а царевич отправился к своему отцу и рассказал ему о поступке визиря, и царь призвал его и убил. «И если ты, о царь, доверишься этому врачу, он убьет тебя злейшим убийством. Тот, кого ты облагодетельствовал и приблизил к себе, действует тебе на погибель. Он лечил тебя от болезни снаружи чем-то, что ты взял в руку, и ты не в безопасности от того, что он не убил тебя вещью, которую ты также возьмешь в руку». «Ты прав, о визирь, — сказал царь Юнан, — как ты говоришь, так и будет, о благорасположенный визирь. Поистине этот врач пришел как лазутчик, ища моей смерти, и если он излечил меня чем-то, что я взял в руку, то может меня погубить чем-то, что я и понюхаю». После этого царь Юнан сказал визирю: «О визирь, как же нам с ним поступить?» И визирь ответил: «Пошли за ним сейчас же, потребуй его, если он придет, отруби ему голову. Ты спасешься от его зла и избавишься от него. Обмани же его раньше, чем он обманет тебя». «Ты прав, о визирь, — воскликнул царь и послал за врачом. И тот пришел радостный, не зная, что сулит ему милосердный. «Знаешь ли ты, зачем я призвал тебя?» – спросил царь врача Дубана. И врач ответил:
Не знает тайного никто, кроме великого Аллаха. А царь сказал ему: «Я призвал тебя, чтобы тебя убить и извести твою душу». И врач Дубан до крайности удивился и спросил: «О, царь, за что же ты убиваешь меня, и какой я совершил грех? Мне говорили, что ты лазутчик и пришел меня убить, и вот я убью тебя раньше, чем ты убьешь меня». Потом царь крикнул палача и сказал: «Отруби голову этому обманщику и дай нам отдых от его зла. Пощади меня, пощадит тебя Аллах, не убивай меня, убьет тебя Аллах». Сказал тогда врач и повторил царю эти слова, подобно тому, как и я говорил тебе, о Ифрит, но ты не щадил меня и хотел только моей смерти. И царь Юнан сказал врачу Дубану: «Я не в безопасности, если не убью тебя. Ты меня вылечил тем-то, что я взял в руку, и я опасаюсь, что ты убьешь меня чем-нибудь, что я понюхаю, или чем-то другим». «О, царь!» – сказал врач Дубан. «Вот награда мне от тебя. За хорошее ты воздаешь скверным». Но царь воскликнул: «Тебя непременно нужно убить, и не откладывая». И тогда врач убедился, что царь несомненно убьет его, и заплакал, и пожалел о том добре, которое он сделал недостойным его, подобно тому, как сказано: «Поистине рассудка у Меймуны нет, хотя отец ее рожденный разумным был. То ходит по сухому или по скользкому, не думая, наверное, подскользнется тот». После этого выступил вперед палач и, завязывая врачу глаза, и обнажил меч и сказал: «Позволь». А врач плакал и говорил царю: «Оставь меня, оставит тебя Аллах. Не убивай меня, убьет тебя Аллах». Затем врач сказал: «О царь, вот награда мне от тебя. Ты воздаешь мне воздаянием крокодила». «Каков рассказ о крокодиле?» – спросил царь. Но врач сказал: «Я не могу его рассказать, когда я в таком состоянии. Заклинаю тебя Аллахом, пощади меня, пощадит и тебя Аллах». И врач разразился сильным плачем. И тогда поднялся кто-то из приближенных царя и сказал: «О царь, подари мне жизнь этого врача, так как мы не видели, чтобы он сделал против тебя преступление, а видели только, как вылечил тебя от болезни, не поддавшейся ни врачам и лекарям». «Разве вы не знаете, почему я убиваю этого врача?» – сказал царь. «Это потому, что если я пощажу его, я несомненно погибну. Ведь тот, кто меня вылечил от моей болезни вещью, которую я взял в руку, может убить меня чем-нибудь, что я понюхаю. Я боюсь, что он убьет меня и возьмет за меня подарок, так как он лазутчик и пришел только за тем, чтобы меня убить. Его непременно нужно казнить, и после этого я буду за себя спокоен. Пощади меня, пощадит тебя Аллах, не убивай меня, убьет тебя Аллах», – сказал врач. Но, удивившись, о Ифрит, что царь несомненно его убьет, он сказал: «О царь, если уж моя казнь неизбежна, дай мне отсрочку. Я схожу домой и накажу своим родным и соседям похоронить меня, и очищу свою душу, и раздарю врачебные книги. У меня есть книга, особая из особых, которую я дам в подарок тебе, а ты храни ее в своей сокровищнице». «А что в ней, в этой книге?» – спросил царь врача. И тот ответил: «В ней есть столько, что и не счесть, и самое малое из ее тайн то, что когда ты отрежешь мне голову, повернешь 3 листа и прочтешь 3 строки на той странице, которая слева, моя голова заговорит с тобой и ответит на все, о чем ты ее спросишь». И царь изумился до крайностей и затрясся от восторга и спросил: «О мудрец, когда я отрежу тебе голову, она со мной заговорит?»
«Да, о царь», – сказал мудрец. И царь воскликнул: «Это удивительное дело». Потом он отпустил врача под стражей, и врач пошел домой и сделал свои дела в тот же день, а на следующий день он пришел в диван, и пришли все эмиры, визири, придворные, наместники и вельможи царства, и диван стал точно цветущий сад. И вот врач пришел в диван и стал перед царем между двумя стражниками, и у него была старая книга и горшочек с порошком. И врач сел и сказал: «Принесите мне блюдо». И ему перенесли блюдо, и он высыпал на него порошок, разровнял его и сказал: «О царь, возьми эту книгу, но не раскрывай ее, пока не отрежешь мне голову. А когда отрежешь, поставь ее на блюдо и вели ее натереть этим порошком. А когда ты это сделаешь, кровь перестанет течь. А потом открой книгу». И царь Юнан приказал отрубить врачу голову и взял от него книгу. И палач встал и отсек голову врача, и голова упала на середину блюда. И царь натер голову порошком, и кровь остановилась. И врач Дубан открыл глаза и сказал: «О царь, открой книгу». И царь раскрыл ее и увидел, что листы слиплись, и тогда он положил палец в рот, смочил его слюной и раскрыл первый листок, и второй, и третий, и листки раскрывались с трудом. И царь перевернул 6 листков и посмотрел на них, но не увидел никаких письмен, и сказал врачу: «О, врач, в ней ничего не написано. Раскрой еще сверх этого», – сказал врач. И царь перевернул еще 3 листка, и прошло лишь немного времени, и яд в 1 минуту распространился по всему телу царя, так как книга была отравлена. И тогда царь затрясся и крикнул: «Яд разлился во мне!» А врач Дубан произнес: «Землей они правили, и было правление их жестоким, но вскоре у их власти как и не было. Будь честны они, и к ним была бы честна судьба. За зло воздала она злом горе и бедствие, и ныне язык судьбы всем видом вещает их, одно за другое, нет упрека на времени». И когда голова врача окончила говорить, царь тотчас же упал мертвый. Знай же, о Ифрит, что если бы царь Юнан оставил в живых врача Дубана, Аллах, наверное, пощадил бы его, но он не захотел и искал его смерти, и Аллах убил его. Если бы ты, о Ифрит, пощадил меня, Аллах, наверное, пощадил бы тебя». И Шахрезаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Аудиорассказы от Эдемы Элай.